name. Oui, Vienna, na, na, Vienna, na, da, na. Добрый день. Мы представляем вам первую передачу из цикла, который мы назвали «Мистик Сельва». Мы – это туристическая компания Mystic Travel, это я, Глеб Бурчак, это наш большой друг Виктор Кот и другие наши друзья, живущие в Сельве, Эквадора или других мест. Ну что такое Сельва? Сельва – это бассейн реки Амазонки, это какой-то тропический лес, легкие планеты. Мы постараемся вам рассказать обо всем, что с этим связано. Начнем мы с Эквадора, но в дальнейшем представим вам съемки из Сельвы Колумбии, Сельвы Перу и Сельвы Бразилии. Начнем мы с Эквадора. Говорить мы будем практически обо всем. О природе, об уникальном растительном, уникальном животном мире этого леса. Мы представим вам племена индейцев, которые его населяют. А здесь в Бразилии вообще племена, которые практически не входили еще в контакт с цивилизацией. Но мы постараемся рассказать обо всем этом. В частности, в Эквадоре мы расскажем вам о фамилии Тагире, тоже которая не имеет практически никаких контактов с цивилизацией. Мы представим вам разные таинственные места в Сельве, в Эквадоре. Это, например, Куэва де лос Тайес, пещера де лос Тайес, где, по слухам, была найдена золотая библиотека атлантов с очень необычными подземными сооружениями. И существенную часть наших передач будет занимать разговор о различных растениях, которые традиционные в целительской или в шаманской практике. Мы поговорим, естественно, о шаманах. Естественно, мы уделим много достаточно времени айваске, это будет некий цикл передач. Я, как химик по образованию, расскажу вам о психотропном воздействии, о биохимии воздействия, о всех галлюциногенов, которые произрастают на территории Сельвы. Виктор поделится с вами своим опытом, он обучался более года у Дона Сабина и знает практически об айваске все. Эти растения здесь встречаются на каждом шагу, но вот что далеко ходить, вот это растение, например, называется бругмансия или флорипондия. Его тоже употребляют в обряде инициации некоторых индейских племен. Мы вам тоже о нем, естественно, расскажем, и это тоже будет, наверное, несколько передач. В общем, мы постараемся как можно подробнее осветить все аспекты, связанные вот с этим уникальным местом на планете Сельвой Амазонии. Будьте с нами, мы побываем во всех городах, мы расскажем вам об золотодобыче здесь. Ну, в общем, я не могу даже сейчас перечислить всех тем, о которых нам хотелось бы вам рассказать. Следите за нами, подписывайтесь на наш канал Mystic Travel. Ждем вас и путешествуйте с нами. Так, ну мы находимся сейчас в городе Палоре с нашим большим другом Витей Журило, он же Кот. Вот, наверное, во всем Эквадоре очень немного найдется людей. Я, честно говоря, думаю, что пожалуй, Витя действительно лучше. То есть тут очень много людей, которые говорят, представляются шаманами, говорят, что они что-то знают. Но вот реально, наверное, людей, которые знают Сельву, мир индейцев и всевозможные ритуалы, психоделические растения, так как Витя, их можно пересчитать по пальцам. То есть Витя не претендует на то, что он шаман, но на самом деле он достаточно долгое время прожил в Мексике. За несколько лет, которые он жил в Эквадоре, он фактически год учился у одного из известнейших, сильнейших шаманов Эквадора, Дона Сабина. Ну и мы сейчас просто попросим Витю поделиться маленькой частичкой того, что он знает, потому что знает он действительно массу увлекательных и интересных историй. Это первый из цикла наших бесед с ним. Мы постараемся это продолжить, рассказать вам о всевозможнейших галлюциногенных растениях Сельвы, о ритуалах индейцев, о племенах, живущих на территории Эквадора. Ну, слово Вить. Вить, скажи пару слов о себе, то, чего, может, не упомянул я. И, соответственно, тогда уже переступим к формату интервью. Ну, хочу сказать, что мне всегда было интересно именно шаманизм, эти аспекты, которые связаны с исконными верованиями индейцев. И поэтому, прежде всего, оказавшись в Эквадоре, я постарался найти настоящего шамана. Как выяснилось, на удивление осталось очень мало. И с каждым годом реальных шаманов, которые прошли полный цикл обучения, становится все меньше. Из тех, кого по джунглям, кого я знаю, из маэстро, как их называют, прошли полный цикл обучения, осталось только двое. Вот один из них, как раз Дон Сабина, и стал после долгих уговоров, встреч, знакомств, все-таки стал моим учителем, принял на себя эту ответственность.
обучить ученика. Причем интересно, что у самого, ну и в селении, и у самого дома Сабина в семье есть очень много молодых людей, которые могли бы научиться, ну, как бы занять мое место и стать учеником шамана. Но дело в том, что молодые индейцы уже не хотят выбирать себе этот путь, а стремятся наоборот из джунглей оказаться в городе, найти какую-то работу. И так получается, что вот эти знания потихоньку они утрачиваются. Остается лишь видимость для туристов, ну, некий такой фасад, за которым реально уже не стоит ничего Настоящих шаманов, как ты сказал, только двое, но многие люди называют себя шаманами. В чем вообще вот какая традиция типичная, ну, как вообще приобретается знание шамана? Понятно, что любой, то есть я знаю в Монтаните кучу там аргентинцев, американцев, которые претендуют на это знание, но в чем отличается все-таки настоящий шаман? Как проходит процедура обучения, с какими, может, особенностями, интересными ритуалами все это связано? Мог бы ты сказать пару слов об этом? Хорошо, попробую рассказать. В принципе, именно с процессом обучения связано то, что новых шаманов в последние годы не появилось. Дело в том, что само обучение шамана с точки зрения, ну, индейцев, я не говорю о тех, кто их называет некие шарлатаны с точки зрения индейцев, которые, одев какой-то красивый головной убор, повесив бусы, говорят, что они шаманы. На самом деле, чтобы стать шаманом, необходимо пройти обучение, которое занимает где-то в районе 3 лет. И на этом, ну, как бы только первый этап, после чего начинается следующий. И в течение вот этих 3 лет ученик шамана большую часть времени должен провести в джунглях, вдалеке даже от деревни своей. Естественно, есть ограничения по питанию очень жесткие. То есть есть периоды, когда в течение месяца молодой ученик должен питаться только определенным видом растения. Он не может есть ни мясо, ни пить чичу, ни какие-то другие растения употреблять до тех пор, пока он не познакомится именно с этим растением, которое изучает. Очень длительные посты, когда кроме воды, сока табака и аваяски он вообще не может принимать ничего. То есть очень физически изматывает. При этом жить он, опять же, не должен не с семьей, пусть и в джунглях, но в деревне, а вдали от своего поселения, в отдельной хижине, куда может прийти только сам учитель, сам шаман. Ну и самое тяжелое, например, то, что после таких трудов и достаточных лишений нет гарантии о том, что ученик реально станет шаманом, потому что заключительная фаза обучения состоит в том, что учитель находит одного из сильнейших шаманов, его друга, и просит его вступить в схватку, в поединок с своим учеником. Причем поединок идет именно, ну, как бы не на жизнь, а на смерть, да, как говорится. То есть задача помощника учителя, вот этого другого шамана, убить ученика. А у ученика, ну, сил, естественно, не хватает для того, чтобы как-то справиться с ним, но он должен выжить. Если это удается, значит, он достаточно сильный для того, чтобы получить это звание шамана. Если же он умирает, ну, соответственно, он был слаб, и никто тут особо ничего переживать не будет. Но именно вот этот исход, необходимость вступить в битву да еще сильнейшим шаманом и другим и остаться в живых, на самом деле отпугивают очень многих. И сам учитель Дон Сабино мне рассказывал, что вот на этом этапе, когда ему пришлось, ну, как бы защитить это звание шамана. А кто был его соперником, по-моему, шаман Гуарани, да, покойный? Да, это был один из шаманов Гуарани. Достаточно интересно, потому что
сами Кичо, ну откуда, из племени Кичо, откуда и Дон Сабино, в обычной жизни они враждуют с гуарани. И, ну, видно, у шаманов там своя политика, потому что оказалось, что лучшим другом, ну, как бы, учителя его, Дона Сабина, оказался один из шаманов Гуарани, который взял на себя этот поединок провести. Но интересно, что сам Дон Сабин после этого в течение 2 лет он выжил. Говорит, было очень сложно, как практически стоял на пороге смерти, но он все-таки выжил, но в течение 2 лет он был парализован на ноги. Вот после этого После поединка. этого, да. То есть его все-таки достали, и достали очень сильно. Не мог ходить. И когда он обратился к своему деду, тоже шаману, который его и обучал, с просьбой помочь ему в этом, с просьбой помочь как-то вылечить, ну, для молодого человека оказаться парализованным, это тяжело. Тут сказал, что в принципе это твой следующий этап. Посмотрим, чему ты научился, ты должен сам себя исцелить. То есть ничего страшного в этом нет. Но вот 2 года у него занял процесс восстановления после этого. Но зато он стал шаманом. Ну, одним из самых известных. Да, и на сегодняшний день один из самых почитаемых и известных шаманов.